Попытка свержения власти, штурм в столице, силовики отступают с позиций. Военные проспали воздушный налет, виновник отправлен под суд. Детали громкого дела. Захват украинского самолета, борт со взрывчаткой экипажем из Киева задержан. Куда направлялся груз? Условия Путину и Зеленскому. Китай вступает в игру. Москва и Киев должны завершить войну. Виктор Орбан отправляет деньги в Украину, штурм ПВО и масштабный удар по Крыму, открытие второго фронта России, почему сейчас и на каком направлении. Германия озвучила план и новый силовой захват. Кто следующая цель США? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Пятко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. На этой неделе как никогда часто обращаюсь к вам за помощью. Причина в YouTube. Вновь повторю тем, кто не знает, сейчас YouTube активно показывает вам почему-то старые ролики буквально за год, а новые прячет. И если завтра вы откроете YouTube и вам не высветится новое видео от меня, ищите его вручную. С самого утра выпуски есть каждый день, а даты указаны на приветствии. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Кому достанутся деньги? Столкновение двух сторон. В Венгрии разгорелся громкий скандал между новым премьером Петером Мадиаром и бывшим главой правительства Виктором Орбаном. Спор вспыхнул из-за выходного пособия для Орбана почти на 108 тысяч евро. Мадиар считает, что проигравший премьер не должен получить ни копейки. Цитирую. Согласно его декларации о доходах и имуществе, у Виктора Орбана фактически нет состояния. Однако по закону, который он сам же и принял, ему полагалось бы выходное пособие в размере 38 миллионов 801 тысяча 13 форинтов за разграбление нашей страны. Он этого не получит. Орбан ответил резко, назвал слова нового премьера чушью и заявил, что его правительство не разоряло Венгрию, а наоборот удвоило госимущество, нарастило валютные резервы и увеличило золотой запас страны в 36 раз. Одновременно бывший премьер обвинил новое правительство в сдаче страны банкирам, Shell и сети Сороса. В итоге Орбан объявил, что не оставит деньги себе и пожертвует все выходное пособие Украинскому детскому дому. Об этом он написал в письме директору этого дома. И я всегда высоко ценил ту спасительную для душ работу, которую вы ведете в детском доме в Великой Добране. Именно поэтому я решил, что как только положенная мне по закону выплата поступит на мой счет, я незамедлительно перечислю всю сумму вашему учреждению на помощь детям Закарпатья. Резкий ответ Путину. Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке завербовать больше людей для войны против Украины после решения Кремля упростить выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. Так, Санду отреагировала на новый указ Путина, который позволяет жителям этого региона получать гражданство России без проживания в России и без знания русского языка. По словам Санду, Москва усиливает давление на Молдову на фоне попыток Кишинева вернуть Приднестровье под свой контроль, где российские войска находятся еще со времен распада СССР. Санду также заявила, что Россия не сможет повлиять на вступление Молдовы в Евросоюз, потому что это решение принимает только ЕС. После начала войны в Украине большинство людей из региона оформили молдавское гражданство, потому что они почувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России. США могут оставить Украину без новых миллиардов помощи. В Конгрессе Америки все громче говорят: денег для Украины может больше не быть. Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст заявил, что Вашингтон вряд ли одобрит новый пакет помощи. Такое громкое заявление прозвучало в интервью «Радио Свобода». Логика у республиканцев простая. Война идет в Европе, значит, Европа должна тянуть основную нагрузку сама и защищать свой двор, говорится в публикации. При этом в Вашингтоне хотят усилить санкции против России, но так, чтобы они били по Москве, а не по союзникам США. Очередное заявление о том, что Киев могут оставить без новых средств, звучит и после того, как администрация Трампа уже не заложила новую военную помощь Киеву в проект оборонного бюджета США на 2027 год. Цитирую. «Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи в сфере безопасности для Украины на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму», сказал он. По словам конгрессмена, Вашингтон продолжит предоставлять Украине разведывательную поддержку и разрешать продажу и передачу вооружения, даже если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи. Украина может лишиться и европейской поддержки, если Путин попытается отрезать ЕС от Киева и решит открыть второй фронт. Об этом уже пишут немецкие аналитики. Их цитирует издание Die Zeit.
А в западной прессе пошла новая волна заявлений о войне между НАТО и Россией и нападении России на страны Альянса. Итак, Die Zeit пишет, что сделки по Украине не предвидится в ближайшее время, так как того бы хотела Россия и о чем договорилась США, речь о выводе ВСУ с Донбасса. Ожидания рухнули, а Украина тем временем эмансипировалась от капризных США и вряд ли позволит Трампу втянуть себя в невыгодную сделку. Это была цитата. Авторы материала считают, что мотив России в нападении на Европу может заключаться не столько в разгроме НАТО, сколько в том, чтобы прекратить поддержку Украины со стороны ее европейского тыла. Издание напоминает о списке целей в Европе, которые опубликовала Минобороны РФ. Речь о европейских производителях дронов для Украины. Логика Кремля может быть простой и опасной. Если шокировать Европу прямой атакой, поддержка Украины может посыпаться, говорится в публикации издания. Далее цитата. Око за око, тыл за тыл. Чтобы отбить у Путина желание идти на такую эскалацию, европейцы не должны оставлять никаких сомнений в том, какой ценой это обернется для России, и в том, что в критический момент Европа выступит единым фронтом. Россия, напомню, отвергает любые обвинения в ее адрес по поводу возможного нападения на страны ЕС и НАТО. При этом война в Украине должна завершиться и как можно скорее. На это надеется Китай. Пекин выпустил итоговое заявление после встречи Трампа и Си. В МИД Китая фактически обратились к Путину и Зеленскому. Необходимо идти к финалу. Китай предлагает помощь Москве и Киеву, свою роль в переговорном процессе и не только. Цитирую. Относительно украинского кризиса Китай и США надеются на скорейшее завершение этого конфликта и в своих собственных форматах проделали большую работу по примирению и содействию переговорам. У сложных проблем нет простых решений, и мирные переговоры не могут быть достигнуты за один день. Китай и США готовы продолжать поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Зубы дракона, минные поля, рвы и огневые точки. Украина собирается ответить Беларуси ударом на удар. Киев показал, как выглядят северные границы Украины. Украинское Полесье сегодня это уже не просто природа, а настоящая неприступная крепость, заявляют в оперативном командовании «Запад». Все это происходит на фоне недавних заявлений Зеленского о возможном наступлении из Беларуси. При этом из Киева вновь звучит заявление: Москва пытается открыть второй фронт с территории Беларуси. Так считает экс-глава МИД Украины Кулеба. Он считает, что таким образом Россия хочет оттянуть украинские силы с Донбасса. Кулеба также заявил, что Лукашенко прекрасно понимает, что если Беларусь пойдет войной, то по Беларуси прилетит в ответ, и это может изменить ситуацию в стране. Послушайте. Как бы Лукашенко не показывал, какая у него армия сильная, надо к любому врагу относиться с уважением, безусловно. Но потенциал этой армии не сравнится с потенциалом украинских вооруженных сил. Потенциал его ПВО, там ему россияне не присылали, чтобы его закрыть. Там столько всего улетит и столько всего будет разрушено в Беларуси, что мама не горюй. И это может серьезно расшатать Беларусь. А ведь Лукашенко весь держится на том, что порядок, чистота и порядок везде. Захват украинского самолета, острая ситуация и арест 8 членов украинского экипажа произошли в аэропорту Пиарка на Тринидад и Тобаго. Причина – тонны взрывчатки на борту. Украинский рейс совершил техпосадку для дозаправки по пути с Багамских островов в Кабо-Верде, а конечной точкой маршрута была Ливия. После прилета местные власти заявили, что на борту перевозились взрывчатые вещества, которые не были указаны в документах согласно международным авиационным правилам. Самолет и украинский экипаж сразу задержали, а к расследованию подключили таможню, спецслужбы, авиационную полицию, ЭйрКоп и даже американских пограничных следователей. Силовики проверяли, были ли нарушены международные процедуры перевозки опасного груза и кто несет за это ответственность. Результат таков. Цитирую сообщение Управления аэропортов. После проведения масштабных проверок и оценки обстоятельств соответствующие органы пришли к выводу, что пилот и экипаж не должны нести ответственность. В связи с этим было выдано разрешение, и самолет вместе с экипажем получил право покинуть территорию Тринидада и Тобаго. Официально власти подчеркивают, что расследование касалось именно нарушений при декларировании груза, а не обвинений экипажа в контрабанде или терроризме. При этом местное издание Trinidad и Tobago Guardian озаглавил свой материал словами «подозрительный рейс».
Издание пишет, что самолет летел из Техаса через Багамы в Кабо-Верде, а дальше в Ливию. Отдельно подчеркивается, что перевозка взрывчатки гражданскими самолетами сама по себе не запрещена, если соблюдены правила оформления груза. В материале говорится и для чего предназначалась взрывчатка. Послушайте. Высокопоставленный офицер сообщил, что члены экипажа, включая 2 пилотов, дали разумные объяснения относительно того, для чего предназначалось взрывчатые вещества. Они включали использование в горнодобывающей промышленности, карьерных работах и даже подводных операциях. Военные проспали воздушный налет. В Ивано-Франковской области суд оштрафовал сержанта ВСУ на 17 тысяч гривен после того, как расчет ПВО почти час не выходил на связь во время команды «Готовность номер 1». После возвращения с боевого задания военные поужинали, оформили документацию и пошли отдыхать, а около 3 часов поступил приказ срочно привести позицию ПВО в полную боевую готовность для отражения воздушной атаки России. Об этом говорится в постановлении Тисменецкого суда Ивано-Франковской области. Но командир автомобильного отделения не отвечал на звонки и сообщения. Как позже выяснилось, он просто уснул. Разбудить его смогли только около 4 утра, когда за ним отправили другого солдата. В комнате у старшего позиции находился планшет с программой мониторинга воздушной обстановки, а средства связи были исправны и заряжены, говорится в материалах дела. На суде военный признал вину, объяснив произошедшее сильной усталостью после боевого дежурства, а суд признал это нарушением правил боевого дежурства и халатным отношением к службе. ВСУ штурмует ПВО Москвы. Мэр российской столицы уже практически сутки заявляет о налете дронов. 50 было сбито, как уверяет Собянин, за вторую часть дня субботы. Подняты экстренные службы, аэропорты были закрыты на вылет и прилет. Взрывы звучали и в других регионах России. Напомню, Зеленский на днях заявил о незамедлительном ответном ударе по территории России за масштабную атаку на украинские города на этой неделе. И уже за полночь стало известно, масштабный удар пережил Крым. Мониторинговые группы заявили, атака шла на Севастополь. Кроме того, появились сообщения об уничтожении центрального ракетного пункта России. Речь идет об ударе по Арабатской стрелке. Масштабы были видны за десятки километров от места детонации. Российские и украинские паблики одновременно сообщили, после нескольких прилетов началась продолжительная детонация. Под ударом могли оказаться склады, пусковые комплексы и значительная часть инфраструктуры. В то же время представители России в Севастополе не подтверждают потерь, говорят о сбитии дронов над городом и повреждениях от падения обломков. Захват и арест. США готовят венесуэльский сценарий для Кубы. По данным источников New York Times, в Белом доме намерены выдвинуть обвинение в адрес 94-летнего экс-президента Кубы Рауля Кастро. В Гаване, пишет издание, появившуюся информацию воспринимают как прямой намек на венесуэльский сценарий, когда уголовное дело против Мадуро стало формальным поводом для его захвата. Тревожных звоночков предостаточно. На этой неделе остров Свободы лично посетил глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Также США активизировали разведывательные полеты вокруг Кубы. При этом в Вашингтоне обсуждают возможное усиление военного присутствия в регионе. По информации источников, обвинительное заключение против Кастро может включать дела о наркотрафике и эпизод 1996 года, когда кубинский МиГ сбил 2 самолета организации Brothers to the Rescue. Это организация кубинских эмигрантов. В результате чего погибли 4 человека, включая 3 граждан США. В окружении Трампа считают, что даже без реальной военной операции сама угроза ареста одного из символов кубинской революции может заставить Гавану пойти на уступки. Эксперты называют это психологической операцией. Хотя формально Рауль Кастро больше не находится у власти, он остается одной из самых влиятельных фигур в кубинской политике. Его состояние здоровья точно неизвестно, однако он слаб, плохо слышит и с трудом говорит. Уже долгое время он не делает публичных заявлений. С точки зрения общественного восприятия, захват элитным спецподразделением США человека в возрасте за 90 лет выглядел бы крайне неоднозначно, но это, возможно, не остановит Белый дом. Попытка свержения власти. Силовики начали штурм столицы, но операция провалена. Силовики не смогли полностью разблокировать дороги в город. Пути перекрыли тысячи протестующих. В Боливии уже 2-ю неделю продолжаются антиправительственные протесты. К фермерам и шахтерам присоединились жители Ла-Паса, столицы Боливии, а также ближайшего города Эль-Альто.
Накануне там были ожесточенные столкновения, боливийцы забрасывали полицию камнями и не отступали даже под слезоточивым газом и выстрелами. На подавление беспорядков были брошены около 3500 силовиков, но после оказанного им сопротивления было принято решение – силовики отступают с позиции. Страна стремительно погружается в кризис, в столице ощущается нехватка продовольствия, топлива и медикаментов. Массовые протесты, начавшиеся из-за дефицита топлива и требований трудовых реформ, быстро переросли в общенациональную кампанию за свержение президента Родриго Паса, который занимает пост всего около полугода. Власти обвиняют сторонников бывшего президента Эво Моралеса в финансировании беспорядков. Использование армии и полиции для подавления и жестокого обращения с народом, задержание его лидеров, пыток, фабрикации или подбрасывание доказательств и передачи людей предвзятым судьям, связанным с властью, является неконституционным. В то же время в центр британской столицы стянули более 4000 полицейских, задержаны десятки человек. Два больших марша, которые накануне проходили в Лондоне, закончились масштабными столкновениями. На улице одновременно вышли десятки тысяч участников двух враждующих акций – ультраправого марша «Объединим королевство» и многотысячные пропалестинской демонстрации в честь дня Накбы. Буквально это слово переводится как «катастрофа». Касается палестинцев, потерявших свою родину во время арабско-израильской войны 1948 года. Между колоннами была создана специальная стерильная зона, но шествия все же пересеклись и начались драки. Британские правоохранители сообщили о задержании 31 нарушителя. На митинге «Объединим королевство» звучали призывы к отставке премьера Стармера, участники обвиняли правительство в дискриминации белого рабочего класса и выступали против массовой миграции в их страну. На пропалестинской акции демонстранты выступали против войны в Газе, называли себя антифашистами и несли плакаты «Разгромить ультраправых». Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите свой лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.